В одном из районов национального парка Крюгера в Южной Африке произошло необычное событие, привлекшее внимание специалистов по охране дикой природы и местных жителей. В природоохранную службу поступило сообщение о том, что взрослый леопард уже длительное время пытается преодолеть широкую реку. По словам очевидцев, животное находилось в воде несколько часов и постепенно теряло силы. Когда патрульная лодка приблизилась к указанному месту, сотрудники обнаружили истощенного хищника, который едва удерживался на поверхности. Это был взрослый самец примерно 5 лет. Его шерсть полностью промокла, а движения становились все более медленными и неуверенными. Наблюдавшие за происходящим люди отмечали, что леопард выглядел дезориентированным и крайне изможденным. Было очевидно, что самостоятельно добраться до берега он уже не сможет. Специалисты быстро оценили ситуацию и пришли к выводу, что без срочной помощи животное погибнет. Особенность этого случая заключалась в том, что дикий леопард не пытался избегать людей, а наоборот, держался рядом с лодкой, словно понимая, что только человек способен спасти ему жизнь. У сотрудников не оказалось специального оборудования для подобных операций, поэтому они использовали подручные материалы, находившиеся на борту, чтобы создать временное плавучее приспособление. Конструкцию осторожно спустили на воду рядом с животным. Несмотря на сильное истощение, леопард инстинктивно ухватился за нее передними лапами. После этого спасатели начали медленно буксировать его к берегу, стараясь не создавать лишнего стресса и не провоцировать опасную реакцию. Сразу после спасения хищника передали ветеринарам и специалистам по реабилитации диких животных. Первичное обследование показало, что причиной его тяжелого состояния было не только длительное пребывание в воде. Врачи обнаружили многочисленные серьезные травмы, полученные значительно раньше. Более детальная диагностика выявила в голове, шее и теле животного множество металлических осколков, оставшихся после выстрелов. Кроме того, у леопарда были повреждены и сломаны несколько зубов, что свидетельствовало о пережитом насилии или попытке браконьерского отстрела. Ветеринары немедленно приступили к лечению. Во время операции удалось удалить наиболее опасный металлический фрагмент и тщательно обработать инфицированные раны. Однако извлечь все осколки оказалось невозможно без серьезного риска для жизни животного. После хирургического вмешательства леопарда перевезли в специализированный центр реабилитации, где он был помещен под круглосуточное наблюдение специалистов. Одновременно природоохранные органы начали расследование, поскольку леопарды находятся под охраной законодательства многих африканских стран. Личность человека, причинившего животному такие травмы, установить пока не удалось. После операции хищник долгое время находился в отдельном вольере. В его организме все еще оставались десятки мелких металлических фрагментов. Когда-то этот леопард был одним из самых опасных и успешных охотников своей экосистемы. Однако теперь ему приходилось бороться за собственную жизнь под наблюдением врачей и ветеринаров. Специалисты ежедневно контролируют его состояние, поскольку даже небольшое осложнение или развитие инфекции способны резко ухудшить ситуацию. Однако больше всего экспертов беспокоит не физическое восстановление, а сохранение естественных охотничьих навыков. Для любого дикого хищника способность самостоятельно добывать пищу является главным условием выживания после возвращения в природу. Если серьезные травмы или длительное пребывание в неволе приведут к утрате врожденных инстинктов, дальнейшая жизнь леопарда на свободе окажется под угрозой.